Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза, и сегодня давайте с вами обсудим Эва Героя Вождь. Долгожданный обзор на Эва. Раз 10-15, наверное, мне писали в личку ребята, предлагали взять аккаунт для обзора вождя, именно прокачанного полностью с Эва. Но я намеренно этот обзор откладывал до тех пор, пока сам его не доведу до Эва. Месяца 2-3 назад выпадала арена на вождя. Там получилось собрать. Полностью собирал все жетоны. И в этой арене тоже там уже прям чуть-чуть оставалось мне добить. Я наконец-то добил. Не хотел просто тратить клевер на него, хотел прям вот подсобраться, чтобы побольше глобалочек было, чтобы уже поинтереснее и урон чуть-чуть хотя бы прокачать и так далее. То есть, чтобы посильнее все было. Обзор будет долгим. Я не могу быстро про него рассказать. Это не тот герой, про которого можно вот просто там пробежаться в подземелье, посмотреть и быстренько там какие-то поспешные выводы по нему сделать. Нет. Герой у нас уже давным-давно изучен, очень много комментариев, очень много текста есть в нашей закрытой группе. Кому интересно, пожалуйста, пишите, доступы все предоставлю, там вход и так далее. То есть очень много полезной информации в закрытой группе можно найти. Так, ну и давайте здесь по порядку прям все подробно буду рассказывать по полочкам, разжевывать и так далее. Начнем с кузницы. В кузнице у нас что интересного здесь? Здесь мы ставим либо левую сторону, либо правую. Но, естественно, в большинстве режимов мы с вами будем использовать именно левую сторону, потому что нам нужно увеличивать урон по вот этому статус-эффекту, который нельзя, к сожалению, называть. Если назову вслух, то скорее всего, этот обзор вы не сможете посмотреть. Дальше. Здесь у нас ориентир будет на урон, либо защитная сборка. Широкий взмах будет нам восстанавливать 1% от максимального запаса здоровья. Здесь нужно понимать, что левая сторона второго уровня кузницы, она защитная. То есть мы с вами можем ее использовать в таком режиме, как башня драконов, например. Да? То есть мы будем, получается, восстанавливать свое здоровье. Пусть 1%, но хотя бы что-то. И тут уже нам будет полегче. Ребята сегодня писали, что с помощью вождя башню проходить получалось достаточно легко. Тут в этом вопросов никаких нет, потому что вождь это сам по себе, ну просто вот огроменная, здоровая, такая сильная, самостоятельная боевая единица. И в этом обязательно, конечно же, вождь вам поможет. Но сейчас, конкретно сейчас, кузница у меня выставлена на прохождение режима битвы с боссом. Не совсем правильно она стоит. Здесь нужно поставить вот так левую сторону. Так, и здесь давайте еще раз пробежимся. 1,2 по статусу эффекту. 1,1 урон добавляем. И добавляем урон от тесака. Он у нас уменьшится, да? Но теперь он будет у нас наносить удар во все 4 направления. Вот эта сторона нам здесь не подойдет. Здесь мы это использовать не будем, потому что вот эта сторона, она у нас ориентирована на огромное количество мобов. Дальше давайте перейдем в лагерь фракции. Что здесь тоже есть важный момент. Если мы с вами идем в башню драконов, то, естественно, нам с вами лучше будет поменять, ну, в моем случае можно будет убрать гоплита и поставить стража щита, да, и можно будет убрать самурая, поставить рыцаря. Тем самым мы с вами увеличим защиту, она у нас будет вот на вот этот показатель будет уже больше. То есть
мы с вами будем более бронированные, более защищенные, и, соответственно, выживаемость у нас с вами повысится. Но сейчас мы с вами идем в битву с боссом, поэтому рыцарей мы вот этих убираем и ставим физический урон. В идеале, конечно, кого-то вот из этих мне, ребят, открыть, хотя бы кого-то одного, чтобы еще вот сюда, вот в этот слот поставить еще физический урон. Но так как у меня из них никто не открыт, поэтому я добавляю критический урон. Пусть будет так. Все, лагерь фракции проверили. Теперь давайте посмотрим, что у нас в экипировке. Здесь мы ставим сапоги волшебника для того, чтобы они у нас получали опыт каждые 10 секунд, чтобы у нас не было такой задачи, как бегать по карте, собирать вот эти шарики опыта. Нам это не нужно, мы не должны на это отвлекаться. И все остальное я поставил изгой. Если бы у меня было снаряжение героическое, то есть у меня бы открылись дополнительные множители по статус-эффектам, то, естественно, набор был бы другой. Здесь на куртке, да, на доспехе, на основном, можно поменять, также использовать из набора рейнджера куртку. Он нам даст дополнительный обмен за забег. Но жертвовать уроном по элитке я не хочу. Поэтому оставлю так. То есть учитывайте тот момент, что такая сборка, она в любом случае допускается. То есть это имеет место быть. Ну и соответственно вот эта связка у нас будет наносить критический урон плюс 4-кратный урон. Да, тут можно все посмотреть. 50% шанс нанести 4-кратный урон. И плюс 25% шанс нанести 4-кратный урон. То есть все у нас собрано на урон. Много у кого в сборках вижу в битве с боссом стоит кольцо волшебника. Это ошибка. Раньше это было актуально. Сейчас босс не замораживается. И, соответственно, это кольцо нам уже здесь не подойдет. Это я сейчас вам говорю про режим битвы с боссом. Так, дальше давайте перейдем сюда по камням. Тут у меня не все так, как хотелось бы, но как есть, так есть. Значит, снаряды физические, магические я поставил, плюс уязвимость. Слабость нам на боссе не нужна. Заряд ульты здесь тоже особо роли не играет, но забил, потому что вот, ну, уже все, уже просто вот видите, у меня внизу область стоит, потому что просто вот, ну, нечего больше интересного путевого ставить. Скорость перезарядки я добил до 60%. В битве с боссом предел перезарядки равен 90%. Я добил до 60%, то есть книгой я буду добирать. Дальше поставил на урон, чтобы был больше урон. И вот еще оставшиеся 2 слота можно было бы забить уроном. Но видите, я вот болею вот этой штукой, я соединяю. В последнее время, кстати, перестал соединять. Но все равно вот эта вот привычка не очень хорошая, дает о себе знать. Ну, в топы не гонюсь, скажем так. Вот, поэтому здесь вот так вот поставил просто на область. Так, лагерь фракции есть, снаряжение есть, камни есть. Все, можем идти в битву с боссом. Давайте пробовать на всякий случай сейчас кузницу еще раз проверим. А давайте-ка здесь немножко подредактируем, поставим, попробуем что-нибудь другое. Вот, например, вот это нам не надо. Вот это тоже нам здесь не подойдет. Можно включить вот эту штуковину. Вот это тоже нам здесь не нужно. Так, можем вот это включить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Можно вот это включить. По большому счету разницы нет. Давайте вот так сделаем. Да нормально, пойдет. Так, все, идем в битву с боссом. Здесь у меня тут уже 1-2 попытки, по-моему, 2 отыграно. Из прошлого обзора тоже за друида можно посмотреть. И сейчас
будем... Вот первый раз играю, вот теоретически все примерно понимаю, все примерно там знаю, видел, читал, много раз ребята рассказывали. Ну вот сейчас будем пробовать вместе с вами. Итак. Так. Значит, 3 раза у меня там отыграно, да? Если друидом уже нельзя... О, у нас еще и 2,5 по нему урон. Ну все. Сейчас будем раздавать. Так, кузницу давайте еще раз на всякий случай проверим перед заходом. Урон. И в 4 стороны у нас идет атака. Все, отлично. В битву с боссом заходим, нажимаем. Сейчас нужно постараться как можно скорее собрать эво топора, чтобы у нас урона было как можно больше. И нужно постараться повесить статус эффекты. Так, здесь, естественно, основное оружие. И здесь, естественно, мы в первую очередь берем урон. Так, вот у нас тут сразу статус эффект образовался. Здесь жмем обновить. И давайте добавим поджиг. У нас должен он работать. Да, все, работает хорошо. Здесь обновляем. Так, и вот тут у меня по планам что взять? Кстати, забыл характеристики показать. Вот именно в этой сборке у меня там критический урон, ну, почти 100%, там 99,5%, поэтому книгу критического урона мне смысла нет брать. Так, что еще? Перезарядка там стоит 60. И вот самый такой интересный вопрос по книгам. То есть у меня книги должны быть такие. Урон однозначно для эво, да? Перезарядка. Пусть будет вторая книга. Третья книга у меня будет удвоение, можно поставить. И четвертой книгой, вот даже не знаю, ну вот длительность эффектов не подойдет. Может быть, скорость можно будет поставить для рассвета, чтобы он чаще цеплял. Может быть, область поставить. Ну и опыт, соответственно, тоже нам нужно будет взять. Так, ну давайте, ладно, возьмем, наверное, все-таки книгу скорости. Возьмем дротики. И можно взять рогатку, чтобы у нас был дебаф на броню босса. То есть мы с вами должны наносить как можно больше урона за счет того, что мы с вами сейчас снимем броню с босса. Так, давайте книгу опыта возьмем, чтобы у нас побыстрее все набиралось. Так, берем. Так, клык у нас отпадает. Хотелось бы, конечно, взять бур. Так, у нас что получается есть? У нас все статус-эффекты уже есть. То есть, по сути, нам сейчас нужно будет выбрать какую-то такую палку, которая будет более-менее наносить урон. Может быть, можно попробовать вот этот арбуз взять, да? Ну, давайте пока ничего здесь не будем, пропустим. Вот, давайте бур возьмем, да? Пусть лучше бур будет. И вот нам удачно здесь боевой топор выпадает. Так, потихонечку сейчас будем все набирать. Урон есть. Перезарядка нам нужно обновить. Ну, не выпало, ну и ладно, возьмем топор. Так, ну вот, конечно, не совсем удачно выпало, но тут как бы долго думать не будем. Давайте вот возьмем этот тесак. Сейчас у нас тем более скоро будет уже уязвимость. Напоминаю, тайминги по уязвимости боссов можно посмотреть в закрытой группе. Это очень полезная вещь, очень полезная информация, поэтому заходите, пишите. Так, потихонечку наносим. Здесь. Что берем здесь? Нам нужно выловить перезарядку, а она нам не выпала. Так, и вот хотелось бы, конечно, удвоение взять, критический урон отпадает, передвижения тоже нет смысла нам брать. Ну, видите, вот как получилось, не самая удачная сборка. Ну,
все равно. Ладно, пусть будет так. Так, давайте урон прибавим. И вот нам сейчас нужно дождаться вот этот вот момент, когда у нас сработает уязвимость босса. Так, область давайте брать не будем. Вот и перезарядку бы, конечно, взять. Ну, давайте, ладно, не будем брать удвоение. Нет, будем. Хотелось перезарядку взять, но не получилось немножко. Сейчас, может быть, второй раз сбегаем, посмотрим, как оно там пойдет у нас, не пойдет. Сейчас уже будет у нас, сработает уязвимость. Так, что здесь возьмем? Здесь возьмем удвоение. Так, все, становимся прям вот внутрь, да, и начинаем наносить урон. Наносим, наносим, наносим. Тут он в 4 стороны у нас бьет. Ну и, соответственно, урон из-за этого всего повышается. Так, у нас статус эффекты, все это есть. Сейчас что возьмем? Что возьмем? Давайте возьмем кинжал рассвета. Пусть побольше у нас сейчас вот нас уже тут потихонечку зажмут. Длительность, конечно, нам тут не совсем актуально получилась, но ну да ладно. Итак, почти 100 мы уже набили. Стараемся, стараемся, стараемся. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. И вот так вот все это дело контролируем. Конечно, нужна в любом случае раскачка. Нужно все прокачивать, и область нужно прокачивать. Но все это требует времени, сил, средств и так далее. Так, здесь возьмем скорость. Отойдем чуть-чуть. Тут бы, конечно, нам и область не помешала, но давайте поближе подойдем. Видите, нас тут едят потихоньку. Все, вот немножко мешает эта надпись. Следим за здоровьем. В босса встали и начинаем его... Оп, все, вот чуть-чуть не уследил. Ну ничего, жмем возродиться. Конечно, плохо то, что не в уязвимость мы попали, но страшного в этом ничего нет. Главное понимать, в какой момент нам с вами попадать под уязвимость. Так, тут уже 33 секунды у нас осталось. Так, бур берем. Получилось сделать Эва для бура. Так, ну давайте, не знаю, получится, не получится. Тут уже 2 секунды осталось. Ну, уже все, уже 0 секунд. Но смысла нет здесь возрождение делать. Конечно, не самый удачный забег. Как и с друидом тоже так получилось. Не супер хорошо. Не самый удачный забег. Не самый удачный вариант для босса. Конечно, намного удобнее будет, как же он, по-моему, рыцарь. Ну, вот этот, который на коне. Не буду говорить. Я думаю, вы поняли, который мечом машет. Вот там все намного проще, намного удобнее. Босс, конечно, штука тонкая. Давайте здесь выйдем. То есть, что у нас с вами получилось нанести здесь? Основной урон у нас, естественно, берет на себя вождь. Ну и, естественно, если у вас получится собраться правильно, то есть у вас есть героическое снаряжение, будут работать статус-эффекты, вам будет намного-намного легче. Ну, я думаю, что основную суть у меня получилось передать. Именно по битве с боссом, да, то есть нужно понимать, как это все работает, какую кузницу ставить. Плюс еще учитывайте тот факт, что босс у меня, ой, не босс, а вождь у меня получается 3 звезды с половиной, да, там чуть больше.
И если бы был открыт 140 уровень, здесь бы добавился множитель по физическим повреждениям, был бы намного интереснее. Но это вопрос времени. То есть, опять же, все упирается в теорию. Если теорию знать, то все должно получаться. Так, дальше. Давайте теперь пойдем с вами в арену. У многих возникает вопрос о том, как правильно проходить арену. Не получается проходить. И были случаи, когда ребята скидывают свои профили, показывают, вот у меня есть вот такие герои, и там видно, вождь у них 175 уровень, полная кузница. И они говорят, ну не получается, вот более-менее какая-то средняя прокачка присутствует, но все равно не получается. Итак, как я прохожу арену? Еще раз расскажу, есть отдельное видео, но давайте здесь тоже все это дело посмотрим. Я беру сапоги волшебника однозначно, пусть они у нас опыт собирают, помогают быстрее собраться, то есть нету лишних телодвижений, не нужно будет нам бегать по карте, пусть там опыт не так важен, но в то же время он нам нужен. Он не важен, но он нужен, то есть опыт нужно собрать. Дальше я беру кольцо волшебника, чтобы работал дополнительный урон по замороженным врагам. Плащ волшебника дает 30% шанс заморозить врагов при их атаке, если они, конечно же, дойдут. И плюс 1 апгрейд на старте. Это очень важно. То есть нам намного легче будет проходить сам по себе этап. Здесь еще плюс 2 апгрейда на старте. Здесь дополнительный урон по горящим врагам у нас будет работать. Ну и уже до кучи я беру шляпу волшебника, да, потому что, ну, по факту, как бы особо уже смысла нет. Самое главное, вот эту сборку, ну, как по мне, это я так вижу. Самое главное, вот эту сборку сделать именно по волшебнику. Если у вас урона очень много, то можно пробовать играть через связку. Все использовать там, ну не все, конечно, какие-то основные вещи можно использовать по изгою, то есть либо вот так примерно верхний вот этот вот ряд можно изгоя ставить, либо шляпа, перчатки и вот здесь. Ну я вот предпочитаю так, уже просто привык, уже меня все устраивает, я прохожу спокойно без каких-либо проблем. Далее по самоцветам. Здесь снаряды физ, снаряда маг, уязвимость, заряд ульты оставляем. Так, здесь давайте вот это все сейчас уберем. Вот так сделаем. Итак, здесь у нас не хватает, слабость нам нужна. Вот она. Продолжительность ульты мы на вожде не используем, потому что продолжительность ульты, потому что ульта у вождя, она мгновенная, то есть она нам не, этот камень, он не будет работать, то есть вот, поэтому вот так. Дальше заходим в характеристики, смотрим, здесь у нас 64,5, если используем изгоя, то ориентир у нас будет идти на камни по критическому урону в перемешку с областью, да. Если мы с вами книгу берем плюс 15, то это у нас будет 80, то в целом там можно будет примерно 10% критического урона набрать. Но я играю в связке с экипировкой магической, поэтому у меня уклон идет на область. По перезарядке. Что у нас здесь? 43. Все, предел достигнут. То есть камни на перезарядку нам здесь не нужны. Поэтому по максимуму заряжаемся на область эффектов. Раз. Так. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12 и 13. Все, вот примерно вот такая сборка идет на прохождение
арены. Это по камням и по экипировке. Далее мы с вами заходим в кузницу. И что мы с вами ставим здесь? Вот так можно оставить. Можно пробовать вот эту сторону включать, но я оставлю урон. И вот здесь мы с вами переключаемся на правую сторону. То есть нам с вами необходимо включить лужи. И, соответственно, с этими лужами уже будет намного комфортнее, намного легче играть. Вы сейчас все наглядно увидите. Мы сейчас с вами арену будем проходить. Так. Что еще надо посмотреть? Давайте в кузницу зайдем. Здесь немножко поменяем снаряжение. Редактируем. Это убираем. Это убираем. Вот так можно включить. Вот это надо включить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Одна лишняя. Вот она, все. То есть здесь у меня все стоит такое, более на защитную, да, сборку. То есть у меня тут и шарик есть, и дымовая, и рогатка, и бур, и все остальное. То есть все ориентировано, ну почти все, да, ориентировано на то, чтобы контролировать и параллельно наносить урон. Ну, примерно вот так. То есть все с каким-то статус-эффектом. Ну, кроме молота. Молот здесь по факту нам он и не нужен будет, кстати говоря, потому что там враги, они по сути-то и не успевают дойти. Но все равно использование молота это в таких режимах, как башня драконов и варенье, облегчают прохождение в том плане, что добавляют контроля. Молот он просто не дает подойти. Так, ну оставим его, не будет он нам ни разу мешать. Так, я сохранил. Нет, я не сохранил. Так. Вот так. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11. Все. Подтвердить. Так, все. Идем проходить арену. 16, 17, 18. Ну, тут 20 уровней. Энергия. Ой, господи. Раз, два, три, четыре, 5 уровней. И вот сейчас 16-го давайте проходить. У вождя уже прокачана полностью кузница. Ну, вот будем самурая добивать. Я там 4 уровень сделал. До 5-го чуть-чуть не хватает. Но вот этих вот все равно не хватит. Итак, сейчас у нас будет много. Видите, вот они идут. Апгрейды на старте. Все это благодаря экипировке волшебника. Итак, здесь что я беру? Я беру шар. Он у нас будет, во-первых, наносить урон какой-никакой, небольшой. И он будет замедлять. Дальше. Здесь нажму обновить. Возьму книгу области обязательно, чтобы лужи были намного шире. Здесь что возьмем? Ну, метельный шар давайте возьмем. Здесь возьмем посох. Можно взять еще бур и рассвет. Так, все, бежим потихонечку. Бежим. Уворачиваемся. Стараемся. Так, книга длительности нам тут... Вообще, какие книги будем использовать? Область, урон, удвоение. Область, урон, удвоение, еще 2. Ну, можно там скорость, длительность, вот что-то вот из этого тоже можно брать. Можно брать броню. Давайте вот будем использовать такую сборку, которая будет наиболее защитная, да, скажем так, чтобы вы прям железно могли пройти. Самый такой облегченный вариант. Поэтому давайте здесь нажмем обновить и возьмем книгу урона, чтобы у нас поскорее открылась Эва. Так, потихонечку, не спеша, придется чуть-чуть побегать. И вот все, Эва запустилась. Сейчас у нас будут появляться лужи. И видите, то есть что происходит? Лужи появились.
И все. И никаких абсолютно заморочек больше нет. Давайте удвоение еще прибавим. Вот. Сапоги собрали опыт. Сейчас мы с вами рассвет возьмем. Поджиг у нас будет работать. Так, возьмем, да. Прибавим. Нет, длительность надо взять. Скорость не будем брать длительность, потому что на арене длительность это играет свою роль. Здесь, ну, броню даже не знаю, есть смысл брать, нет, все равно до него доходить не будут, но вы можете брать. Я вместо брони возьму скорость, чтобы рассвет у нас побыстрее крутился. Так. То есть все, вот вообще проблем никаких нет, лужи появились, мы просто стоим и не заморачиваемся. Ну и берем длительность. Можно еще включить авторежим, чтобы у нас там и скиллы питомца тоже работали. Давайте сбегаем, вот этот возьмем. Ну и вот по факту все. То есть они даже появиться не успевают. Лужи, видите, работают. Старайтесь. Если даже боссы, вот эти вот элитки на вас прыгают, то старайтесь вот где-то в этих лужах стоять, чтобы вот это место падения, скажем так, элитки, чтобы оно появилось именно там, где находится лужа, и получается элитка прыгает на место лужи, и все, и проблем никаких абсолютно нет. Элитка там практически моментально уходит на покой. Так, тут уже какие-то зажимы начинаются. Ага, все. Ну ничего страшного в этом нет. Сейчас мы с вами все спокойно пройдем. Одна бесплатная допускается, тут в этом проблем никаких нет. Все, как видите, все у нас получилось. Все отлично. Ну-ка, какие тут вообще были? Ну вот, шанс критического урона у нас с вами отключен. И x2, то есть в 2 раза активация ульты у нас увеличена. Ну да. Ну, ладно, да, тут немножко тяжеловато, конечно, было. Можно было еще книгу брони взять, тогда бы, наверное, мы бы с вами точно без каких-либо проблем все прошли. Идем дальше. 16 есть. Сейчас еще посмотрим, это вдруг не пройду, где порезанный урон у нас однозначно будет где-то здесь. Так, ну это опыт. Область эффектов тоже, конечно, она прям чувствуется, лужи будут намного меньше. Вот она 0,75 на 18 и здесь 0,5. Вот это самое тяжелое будет. Ну а 20 она в целом легкая. Ладно, давайте проходить. Сейчас попробую немножко по-другому соберусь, как я обычно собираюсь. Может быть полегче будет. Так, тут уже 8. Обычно я беру вот так. Ледяной. Скорость. Вот так. Область. Урон. Броня. И вот так. Вот сейчас попробуем вот такой сборки побегать. Лужи тут у нас уже сразу работают. Так. Длительность берем. Так. Берем шарик однозначно. Так, ну и стоим пока. Посох я тоже обязательно беру. Нравится мне вот этот посох, потому что он и замедляет, и подойти не дает, и вот цепляется за одного там, ну не за одного, а за самых сильных он цепляется и все, и делает свои дела. Еще можно включить авто, чтобы питомец тоже свой скилл активировал. Ну вот в целом вы видите все сами. То есть он стоит спокойно, быстренько вот ульта раз набралась, все, всех слил. Появляется элитка, я ее веду в луже.
В лужах у нас урон есть. Все, то есть она пока там прыгать собиралась, элитки в лужах постояли. И все, пока они там к прыжку готовились, они уже ушли. Ну да, здесь, видите, уже такая сборка, уже немножко полегче. Уже немножко полегче стало. Лишь бы только не успевали до нас доходить. Все достаточно так быстро, за всем надо следить. Давайте возьмем. Осталось 150 штук. 50. Все, уровень прошли. Так, идем дальше. 17 есть. Осталось 3 штучки. Длительность. Молот. Ну, давайте бур возьмем. Урон. Лужи. Так. Потихоньку, потихоньку. Никуда не спешим. Играем на обычной скорости. Никуда не спешим. Посох берем. Так. Броню возьмем. Надо еще ледяной. Область обязательно. Ледяной посох нужен для контроля. Нужен контроль. Потихонечку, потихонечку. Есть. Ну и все. Стоим, ждем. Сейчас скоро элитки еще выскочат опять. Так, здесь. Ну, либо скорость, либо удвоение. Ну, как будто бы разницы особо нет. Давайте удвоение возьмем. Скорость я просто беру для того, чтобы молот быстрее вращался и чаще отталкивал. Ну, удвоение здесь как бы шило на мыло в этой сборке, потому что удвоение будет, естественно, работать на ледяной посох, то есть больше замороженных врагов будет. Вот давайте в лужи их ведем, 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 ведем. Все, пока он летел, он уже все, он уже куда-то пропал. Так. Здесь можно вот так сделать. Ну, все равно, да, и вот я слышал, что ребята проходят, у них там 4500 урона или 5000 урона. Полностью проходят. Ну, возможно, мое предположение, что используют кристаллы для прохождения, но если проходите без использования кристаллов и у вас очень мало урона, то тут, конечно, вашему мастерству можно позавидовать, потому что я не могу сказать, что тяжело, да, там, конечно, некрасиво немножко слился в первый раз на первом забеге. Ну, все, сейчас ярость возьмем тут без шансов. Так, это у нас был урон. Какие были? Это был 0,75 урон и -1 магический снаряд. Ну, честно говоря, не почувствовал какой-то особой прям разницы. То есть вы себя не накручиваете тем, что 0,75 урона это на самом деле не так уж и страшно. То есть в этом нет ничего такого. Вот сейчас 0,5 урон будет, вот тут уже да, тут уже надо как-то крутиться, подстраховываться, но тем не менее, если вы себя вот как-то вот заставите пройти вот этот уровень, у вас получится его пройти, то 20 уровень вы пройдете в легкую, потому что здесь
И урон порезан, и с областью тоже проблемы. И на самом деле вот этот 0,5 урона, оно чувствуется очень сильно. Итак, что мы здесь с вами берем? Мы с вами здесь берем обязательно урон, обязательно для контроля посох, область, молот. Ну и тут без шансов эво топора делаем. И все как обычно. То есть убегаем, не спешим, играем от луж, обновляем. Ну, можно шарик взять, пусть работает. Элитку самое главное в самом начале слить. Давайте эво шарика возьмем. Так, нам нужна длительность. Возьмем броню на всякий случай, потому что здесь, скорее всего, до нас будут добегать. Вот уже видно, что добегают. Так, длительность. А вот внизу, кстати, склянка лежит. Сейчас вот 2 минуты будет. Так, обновим. Берем посох. Сейчас вот 2 минуты будет. Будут опять элитки выбегать. Можно будет для подстраховки взять вот эту склянку. И полегче нам будет. Да, область, видите, как 0,7 порезано, уже все это дело чувствуется. Так, авто поставим, чтобы у нас кролик тоже там отыгрывал. Так, элитка появилась, заморозили. Ну, как раз удачно в лужах, вот она одна стоит. Сейчас мы к ней подойдем, быстренько ее уберем и все. И никаких проблем. Становимся вот так примерно в центр. Не тот герой, которым нужно в углу стоять. Здесь это не нужно, это не чернокнижник, это не астральный маг. Ну, астральным магом я периодически тут все-таки бегаю. Ну, по большому счету тоже он там уже чаще всего посередине стоит и спокойно свои дела там делает. А, вон кулак висит, все, давайте его возьмем. Ускорим процесс. Длительность, видите, помогает. Здесь уже с книгой длительности ярость у нас длится дольше намного. Так. 350 у нас осталось. 250. Еще элитка появилась. Я уже давно что-то, честно говоря, так не доходил до такого тайминга. Ну, астральным магом мне, честно говоря, полегче проходить. Я уже и привык к нему, он и прокачан там посерьезней. Да вот надо, да, надо 4 звезды сделать, 140 уровень. Тут, конечно, он прям существенно будет решать. Тут, может быть, из-за этого-то он и слабоват. И в боссе тоже, кстати говоря, мало набили. Так, ну что, давайте для закрепления сейчас 20 уровень тоже сразу галочку поставим. Забрать. Ну и, соответственно, в башню уже не буду, уже 44 минуты все идет. Я не знаю, может быть, один уровень там пробежим, да или, наверное, не будем бежать. Длительность. Давайте без брони попробуем, поиграем. Рассвет. Так давайте сделаем. Здесь попробуем поиграть сейчас от урона. Ой, чуть не заговорился тут. Здесь попробуем сейчас поиграть от урона, именно от статус эффектов, но все равно вот в такой вот защитной сборке. Так, это есть, это есть, это есть. Немножко хотел что-нибудь взять там или бур, или рогатку, ну ладно, не судьба. Так, обновляем. Где урон?
Что такое? Почему урона нет? Не выпадает. Сейчас нас тут съедят, а книги на урон нет. Не выпало. Видите, вот как больно бывает, если урон не брать. Вот она. И вот Эва. Все. Лужа, здрасте. Так. Скорость возьмем. Склянка лежит внизу. Поможет нам. Раз, заморозили и все. Подбежали. Пощекотали элитку и все. Вот она сила вождя, да, то есть лужи работают без каких-либо затруднений, спокойно выполняют свою работу за нас, то есть никаких заморочек, но какой ценой все это достигается, то есть орк сам по себе очень требовательный в прокачке, очень все это нужно, и в ПВП он там звезда. Ага, все, заговорился, да? Так, ну-ка ладно, давайте-ка сейчас немного. Ой, позор. Сейчас пройдем. И в ПВП он там звезда своего режима, и в башне драконов там можно все это делать. Так, здесь берем область, здесь берем вот так, здесь берем вот так, здесь длительность, опять нам не падает книга урона. Ну-ка давайте-ка обновим, возьмем урон. Дёру даем. Убежали. Собраться-то надо. Собраться надо. Да что ж такое, мне кажется, сейчас опять не пройдем. Так, есть. Так, давайте-ка, наверное, для контроля сейчас вот так вот сделаем. Пусть лучше все-таки заморожены будут. Нет, надо было все-таки, наверное, лужи брать в приоритет. Все, взяли. Броню еще возьмем, чтобы нас никто не кусал так сильно. Так, сейчас немножко тяжеловато, да, вот это все комментировать. И параллельно что-то делать, там, следить. Это вот попробуйте с кем-то говорить. И попробуйте играть. Вот так вот отвлекаюсь и сливаюсь. Ошибки глупые допускаю. Думаю, уже все, сейчас уже думал, то, что все, прошел, никаких проблем нет. Он тут раз, в себя поверил. И все, не надо так. Оп. Опять элитка бежит вот немножко неудачно. Так, справились. Убежали. Лужи. Не, астральный маг, он такие ошибки, конечно, прощает. Когда вот так вот где-то что-то не получилось собраться, он там как-то спокойно все это дело проходит, у него там ульта запускается и все, и там достается прям вся карта без проблем вообще чистится. Здесь что-то прям чувствуется, что немножко не хватает вот этого 1-2 урона. Ну все, сейчас кулак возьмем. Так. Ну вот так вот, с горем пополам одолели, да?
Еще и ключик золотой выпал. Ну, вообще хорошо. Так, ну и соответственно, если мы с вами идем в башню, не забывайте заходить в лагерь фракции, менять, убирать что-нибудь вот здесь, ставить защиту и обязательно не забудьте в кузницу вождя поставить отхил на 2 уровне. Вот эту вот строчку «Похититель жизни». Широкий взмах будет он восстанавливать пусть 1% от максимального запаса здоровья. Пусть 1%. Это немного, я согласен, но в любом случае для вас это неплохо. То есть у вас хоть какой-то отхил, но будет. Ну и плюс вождь он сам по себе сильный. То есть мы делаем вот так, убираем урон. Ну давайте, ладно, один разок сбегаем, не буду даже ничего менять. Так, башня, да, я тут еще ничего не проходил. Нет, что-то проходил. Что-то там пытался, зашел, наверное, 1 этаж сыграл и все. Ну да, 2 этаж. Так, все, погнали. Сейчас разочек прям сбегаем, не буду вас уже долго мучить, и так уже почти целый час сидим. Так, что нам надо? В первую очередь, что надо сделать? Нам в первую очередь надо быстренько собрать. Не поменял, да? Защиту не поставил, улиток не поставил. Вот такой вот я отчаянный. Сорви голова. Ну, сейчас я тут прям по полной опозорюсь. Так, и экипировку ничего не поменял. Сказал, ничего не буду менять, хотя надо было менять. Так, ледяной посох давайте возьмем. Обновить. Ага, не дает, да? Ну давайте вот так. Рогатку можно взять. Урон прибавим. Ну все равно, да? Работает у нас отхил. Забыла что-то про это рассказать. Сейчас еще лужи будут. Добавим. Сейчас у нас опыт соберется. Сейчас работает отхил. Каждый раз, когда вот этот вот широкий удар мы делаем, у нас раз там зелененькая такая вспышка появляется, значит отхил работает. Жалко, конечно. Ну давайте вот посмотрим, как здесь себя будут лужи вести. Монетки. Ну, как будто бы полегче. Давайте броню еще возьмем. Вот жалко, не поставил этого стража щита. Так, здесь надо область. Ну, опыт придется взять. Ловкость тут она нам не нужна, придется взять опыт. Нам нужна область. Области книжка на ХП нужна. Так. Вот она, заветная. Вон лужи, они там по этим лужам идут. Вон, птички об них спотыкаются и все. Не знаю, надо двигаться, не надо двигаться, уже как будто бы не надо. То есть уже подсобрались, уже полегче стало. А то прям поначалу неплохо так зажимали.
Не, ну балдеж, балдеж. То есть надо, конечно, вот так вот, как я, не делайте. Собирайте правильную экипировку, то есть надо куртку рейнджера поставить, плюс поставить 2 улитки. Можно гидрозмея тоже поставить, это будет дополнительный отхил. Вот, и по палкам там тоже все это обязательно проверяйте, все настраивайте, делайте как вам нужно. И вот обязательно на кузницу. То есть, что я хочу сказать, не жалейте силы на прокачку вождя. Вождь вам понравится, нужно просто вот себя как-то перебороть немножко, подготовиться к нему, и все у вас обязательно получится. Также для того, чтобы полностью все вот эти гайды прочитать по вождю, заходите к нам в закрытую группу, там и кузница оружия есть чуть ли не по большинству героев, там штук 30, наверное, 35 их. Скоро допишу по оружию тоже все кузницы, все расстановки. Да, все обязательно распишу. Тир-листы, мини-гайды, там как, где, что, расстановка, билды и так далее. То есть все нужно знать, все можно знать, все можно посмотреть. Запоминать ничего не нужно, но в какой-то момент вы все запомните. Поэтому жду вас всех. Все, внизу ссылка будет, туда нажмете, там все найдете, либо просто меня найдите, напишите. Все, всем пока-пока. Вот такой вот долгий-долгий обзор получился. Пока.